Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я еще в Питере. Как видите, у нас все почти растаяло. Вода, лед, и тому подобное. Сегодня вторник, 17 января. Вчера уже 16 весь новогодний декор убрали. Я сейчас сделала творог, я купила кефир, соответственно, заморозила и потом разморозила. Очень он нежный, вкусный, и пакет кефира 900 миллилитров. Получилось 246 грамм творога. Кстати, это очень выгодно. Единственное, надо брать во внимание, вот этот кефир 2,5%, я беру в Москве обычно обезжиренный творог, то есть этот кефир. А когда делается уже из него творог, то надо понимать, что он уже не будет обезжиренным, потому что кефир разделяется на две части, сыворотка и творог. И, соответственно, жирность повышается. Это общеизвестный факт. Но, тем не менее, здесь тем более жирность побольше, я пока не решила, так мы его съедим или же добавим чеснок и сделаем как такую намазку на хлеб, пока не знаю. Вот с балкона вид, вообще зеленая трава. Сейчас мою вот такую русалку, я не буду ее переворачивать той частью, потому что я не знаю, как там YouTube среагирует, а 18+ ставить не буду. Это русалка в сетке. Мы вчера разбирались и нашли ее. У нее волосы были жутко запутаны. Я сейчас ее вот этим шампунем помыла. И сейчас возьму бальзам. Очень хочу похвалить рис из магазина Семишагов. Я его покупала за 99 рублей, 1,5 килограмма. То есть это супер дешево. Просто очень дешево. И рис потрясающий. Он хороший и, главное, чистый. Рис варится отдельно в маленьком казане, а в большом я сделала уже соус. Тут морковка, рубленые помидоры, немножко тушенки, всякие специи мои любимые. Так что жду, когда сварится отдельно рис. Мне просто так удобнее. И я не хочу, чтобы рис был суховатым, мне хочется, чтобы было побольше соуса. А рис я варил с куркумой. Сейчас я еще сюда порежу чеснок. Рис готов, мы уже попробовали, это обалденно. И действительно рис супер качественный. Разбираем елку. Сегодня я уже уезжаю в Москву. Сейчас мы идем в магазин Семишагов. Нужно кое-что купить. Еще в начале своей поездки заприметила такое место и хотела поснимать. Знаете, как классно вообще оформление. Вы знаете, я очень люблю все эти советские стекляшки. А здесь еще вход оформили деревьями. Классно. Очень, очень нравится. Идем в магазин. Ходили в Семишагов. Купили капусту, молоко, креветки, конфеты, хлеб, рис, сыр, селедку купили, мандарины, пиво взяли. И там еще чего-то уже убрали в холодильник. Поэтому, просто Андрей разбирал сумки. Сейчас покажу вам елочные игрушки еще. Там 50-е годы, и, конечно, будут чуть-чуть более современные. Во-первых, гирлянда у меня вот такая была. Она мне нравилась. Единственное, что вот эти части, они были, по-моему, тоже однотонные. А сами они, конечно, разноцветные. Но их было много вариантов, и вот эти частички были разноцветные. Вот. Но у меня она уже не сохранилась. И, кстати, про нее вообще забыли. Не воспользовались.
Так, и сейчас буду показывать еще игрушки. Так, этот самый, это что, снеговик получается или кто, клоун, непонятно. Но симпатичный. Ну, он вроде как современный, как я поняла. Вот эта игрушка, это уже 50-е годы. Очень красивая игрушка. И вот это 50-е годы вроде как. Такая. Ну, это современная. Это очень тоже старые. Ну как очень. Там набор был, как я поняла. Красивые вишенки. Потом тут собачка. Чайник. Избушка на курьих ножках. Гуси-лебеди, по-моему, что-то такое. Месяц. Там несколько штучек было. Потом еще такой чайник синий. Вот. Тоже красиво. Это современная игрушка. Ну, это старая лягушка. Потом бабочка. Ну, это современный Санта. У меня такой же есть. Потом медведь. И часики. Но это еще не все. Ну, это что-то современное. Тут вот эта часть так раскручивается и как-то отпускается, она летит. Я в предыдущем видео вот такие игрушки показывала. Но вот оказалось, есть еще такие. Рыбка. Тоже медведь. Это вот тоже 50-е годы. Вот это 50-е. А вот эта игрушка, она очень старая. То есть гораздо старше. Ну, это что-то тут такое современное. Ну, и это современный шарик. Сейчас еще покажу, забыла. Это такие тоже, по-моему, 50-е, 60-е годы маски. Такая вот. И еще вот такая. Едем на вокзал. Погодка прям вау. Снег мокрый. Угу. Уже подходит мой поезд, 27-й. В пути, ну, давно уже в пути. Кстати, выключили свет. Москва. На улице месиво, и снег, и местами вода, лед. Я уже дома. Вот это вот шарики за 3 недели моего отсутствия. То есть здесь было полно воды, они были такие большие. И вот что с ними стало. Воды налила. Сегодня уже другой день. Вот я вчера приехала, и, как видите, вот такие подтеки на окнах. Это вот все последствия капремонта, то, что нам тут фасады обновляли. Вот такая вот мерзость. Но, правда, в моей комнате вроде бы такого нет. На балконе у меня там, ну, как бы пленка на окнах, я не знаю. В балетном зале, ну, мне кажется, вроде тоже нет. А вот здесь по какой-то причине такие подтеки. Я когда уезжала, было пара подтеков, а сейчас вообще вот ужас. Ну, значит, придется, наверное, мыть окна. Я уже не знаю из-за этого капремонта сколько раз помыла. Ну, в принципе, у меня есть моющий пылесос, как вы знаете, но что-то мне его не очень хочется доставать, хотя, не знаю, может быть, придется. Но вот у нас была теплая погода, сегодня я не знаю,
Ну, вроде бы, наверное, точно не холодно. Поэтому надо сегодня постараться. Но если сегодня не получится, то сделаю завтра, потому что жить с такими окнами уже точно нельзя. Сейчас я попью воды, умоюсь и буду готовить завтрак, потом разбирать вещи. Вещи нужно было разобрать вчера, но, честно говоря, не очень-то хотелось. Потом, ну, наверное, что-то постирать, хотя я за 3 недели в Питере, понятное дело, и там стирала, но в любом случае потом что-то также носила, поэтому в стирку. Сейчас буду готовить завтрак. На завтрак, как всегда, у меня овсянка. Мне очень нравится. Ту шелуху, которая всплывает, я собираю ложкой. Хотя, в принципе, этого можно не делать, если ее немного. Здесь, кстати, довольно-таки умеренное количество. Пока каша варится, я поставлю кофе. Честно говоря, я уже соскучилась по любимому кофе, хотя там черная карта мне тоже Андрей купил, но кофеварки там нет, именно такой. Даже у меня здесь две, и я люблю только эту. Она обалденная. Хотя, в принципе, это недорогая марка Polaris. Кофеварка у меня уже лет 15, что ли, а то и больше. Я в полном восторге. И кофе получается просто изумительный. Но это действительно очень зависит и от самого кофе, и от способа приготовления. И даже вот, казалось бы, 2 капельные кофеварки, но здесь кофе гораздо круче. Кашу я ем не сладкую, предпочитаю соевый соус, немножко покрошить сосисок, но самую малость, ну не больше 10 грамм. Сладкую кашу я тоже могу иногда съесть, но чаще всего так. Ну, я привыкла, у меня так и папа ел, поэтому мне понравилось. Именно в таком варианте я кашу полюбила, потому что в детстве, ну, как-то не очень. И берите на вооружение, например, у кого дети и кто не любит кашу, попробуйте предложить такой вариант. И, кстати говоря, манная каша прекрасна на воде, если подавать ее с котлетами. Все в горячем виде обязательно. Это тоже я в детстве полюбила, хотя на сгущенном молоке у меня папа восхитительно кашу делал, а мама на воде. Манную кашу, вот хоть папа сам готовил очень просто шикарно, но он ее не любил. А на воде, когда понял, что я ем, тоже попробовал, и ему понравилось. Я добавляю в кашу базилик сушеный. Это самая моя любимая трава.
Ну и, конечно же, салфетки. Я их вяжу сама для себя и на продажу. Всегда можете их у меня заказать. Это украшает стол, делает прием пищи более таким праздничным, радостным. Свечка, конечно же. У меня еще из Икеи сохранилась. А зажигалка из супермаркета Билла. Тоже уже редкость. Кофе готов. Я всегда подкладываю вниз ватный диск, так как бывает капает. И переливаю в кувшин. Ну вот, завтрак готов. Кофе я решила попить на балконе, потому что пока кашу поела, у меня там еще окно было закрыто, и что-то как-то жарко стало. Так что вышла сюда. Еще в планах надо тут сухую листву собрать. Ну, пепельница это для подружек, я не курю. Вот. Декабрист цветет вовсю. Я уезжала, он цвел. Тут два одинаковых цветка. Один нормальный, один немножко вот завял. Ну, я не знаю, я вчера приехала, полила его. Посмотрим, что будет. Тут у меня лианы. Ну, с ними все хорошо. Но тоже там надо сухие листики убрать. И как-то направить как-то по-другому. По веревочкам. Ну а сейчас буду разбирать чемодан. Я прям как приехала, оставила все в коридоре, потому что, ну, во-первых, пока я тут разделась, умылась, под чемоданом уже была лужа от снега, от всего. Ну, я, естественно, протерла, поэтому я разберу прям в коридоре чемодан, потом протру колеса, ну и так далее, чтобы в гардеробную поставить, ну, потом Аня заберет. Спасибо огромное, что одолжила мне чемоданчик. Это классно. Надо сказать, что сколько раз я себе покупала чемоданы, абсолютно разные. Почему-то они у меня не приживались, я их потом выкидывала, хотя даже с ними все в целом-то, за исключением одного, по-моему, было в порядке. Хотя сейчас, наверное, задумываюсь о покупке все-таки. Я в процессе разбора чемодана, и сейчас покажу, что я приобрела. Я взяла 4 упаковки овсянки, хлопьев. Каждая упаковка по килограмму. Но привезла с собой только 2, потому что мне на месяц хватит, а потом и остальное ко мне прибудет. Вот. Просто когда Андрей приезжает, он вообще всегда мне привозит овсянку, знает, что я ее очень люблю. Для меня это ежедневное блюдо на завтрак. Вот. А вот этот килограммовый пакет стоит 44 рубля. Я, правда, рассказывала, что зависит от партии. Бывает такая овсянка, которую варить нужно минут там 10-15. Бывает, которая буквально 3 минуты поваришь, и вообще она вкуснейшая просто. Бывает тоже 3 минуты варишь, но она совсем-совсем нежная какая-то становится. Это какая-то даже тягучая. Это вот мне не совсем нравится. Что касается всякой шелухи, бывает чуть больше, бывает чуть меньше. Бывает практически вообще нет. Но я когда овсянку водой заливаю, то она вся всплывает, поэтому ее вот так раз ложкой и можно убрать. Тем более, что в целом-то вообще ничего плохого в ней нет. К тому же, я не знаю, сейчас я прям уж на ценник совсем не смотрела, но вот вообще 44 рубля, может быть, я не знаю, может быть, чуть-чуть подорожало, но в пятерочке 400 грамм овсянки, которая точно так же бывает разная по качеству, цена там 23-25 рублей за, повторюсь, 400 грамм. Так что это очень выгодно.
Ну и я напряглась, тем более, что, в общем-то, мои сумки не были тяжелыми, ничего такого, ну и чемодан, ну что там. Как бы для меня это не проблема вообще, хотя, наверное, для кого-то, может быть, это было бы и ужасом, но я до 20 килограмм вообще спокойно поднимаю, не замечаю, но, как выяснилось, в июле я и 40 килограмм подняла. Дальше я купила гречку. Гречка 1,5 килограмма. Там, в общем, и стоила она 89 рублей. Ну, тоже вот мы берем постоянно, и, знаете, тоже от партии зависит. Бывает она прям такая ароматная, бывает какая-то нейтральная. И очень редко попадается, что вот что-то мне запах не нравится. Но то же самое происходит и с гречкой из пятерочки. Только в пятерочке она, ну, сейчас, когда вроде все поутихло, она там 60, наверное, с чем-то стоит за 900 грамм. Ну, а здесь 89, 1,5 килограмма, опять же, выгодно. Правда, как я уже поняла, вернувшись в Москву, что как раз эту пачку можно было смело, наверное, оставить. Может быть, даже овсянку лучше было бы взять, 3-ю пачку с собой. Просто у меня здесь, я перед отъездом, купила пачку гречки, поэтому в целом острой необходимости в этом месяце нет. Следующая моя покупка — это рис. Вот риса у меня или нет, или там совсем чуть-чуть. Рис круглый, 1,5 килограмма, и цена такого пакета 99 рублей. Ну, там было два варианта, 129 и 99. Я взяла вот то, что подешевле. Ну, по крайней мере, если ценники не перепутали, пакеты не перепутали, то вот именно так. Ну, я уже и в этом видео точно рассказывала, и, может быть, в предыдущем, что одну пачку мы в Питер купили. Там я открыла и делала рис с овощами. И еще раз повторюсь, что он обалденный. Во-первых, чистый достаточно. Во-вторых, не превратился в кашу. Очень красиво смотрится прям вот после приготовления. Короче, здорово, поэтому вот поехала и уже взяла себе, потому что я чередую, ну, у меня как бы на завтрак всегда овсянка, а на ужин я делаю или гречку, или рис, ну, как-то по очередности. И поймала себя на мысли, что очень давно не покупала булгур, просто это достаточно, конечно, вкусное блюдо, но по факту довольно, с моей точки зрения, бесполезная. Я вот, например, манную кашу люблю, но она тоже как бы... Я думаю, что действительно она в чем-то полезна, но она не дает столько насыщения, потому что вот эти крупы — это прям вот топчик. То есть поел, получил удовольствие от еды, и главное, что... чувство голода долго не появляется. Но все-таки побаловаться взяла и булгур. Булгур здесь упаковка 450 грамм. И цена была, по-моему, то ли 49, то ли 59 рублей. Ну, не знаю, вот насчет качества данной крупы я ничего не скажу. Я в Семишагове не покупала ее. Я брала в Ашане когда-то в пакетике по акции, тоже в такую же цену, но там был меньше, конечно же, объем. Крупа была хорошая, поэтому как-нибудь я приготовлю и уже тогда вам расскажу, как она. Вот. И также я взяла с собой в Москву китайскую капусту, потому что у нас она за килограмм доходит до 129 рублей. Я в любом случае покупаю, потому что мне хватает надолго, и, ну, как бы это даже не разорительно. Ну, она, во-первых, хранится хорошо, долго не портится, и в целом, повторюсь, мне хватает вот такой там упаковки и на 2 недели, и бывает даже на 3 недели, так что это не проблема. Но раз есть возможность сэкономить, почему бы и нет? Здесь килограмм стоил, по-моему, 60 с чем-то рублей, но не дороже, 60 там с копейками, вот. Неделю в Питере у меня в холодильнике пролежал, ну и вот сейчас взяла. Все в порядке с ним, ну я сниму, в
принципе, сейчас упаковку и положу в холодильник. Очень довольна, потому что буквально там еще недели, ну, месяц назад у меня любимый за 50 с чем-то вообще рублей покупал эту капусту. Ну, классно. Так, и вот я покупала жвачку, это Бразилия, там на Московском вокзале при входе, ну не совсем при входе, а когда там уже охрану проходишь, и там терминал жвачки со всего мира. И вот я давно охотилась за бразильской жвачкой и приобрела. Это вкус и запах баблгам, по-моему, или тутти-фрути, нет, тутти-фрути. Ну, знаете, как бы она довольно жестковатая, вкус ну, как бы быстро проходит, скажем, исчезает, но чисто такой сувенирчик бразильский, пусть будет. Еще я привезла свой клеевой пистолет. Я его брала, потому что он у меня поломался. Ну, вернее, как он поломался? Стержень, он... Ну, в общем, что-то пошло не так, то есть он нагревался, а клей отсюда не выходил. Ну и любимый разобрал. Оказалось, что, короче говоря, вот этот клей, такая палочка, как вы знаете, она вообще сломалась там внутри, и ее перекосило. Ну и, в общем, в итоге все работает. Но тут еще была проблема. Тут вот не будет, конечно, видно. Такой, в общем, нестандартная отвертка нужна. То есть это не крестовина, не просто так, как бы обычная. Там это просто было нечто. Ну и можно было, конечно, пойти в магазин и, наверное, где-то купить такую отвертку. Изначально мы так и собирались сделать, но, к слову, не факт, что она бы продавалась. Ну, любимый сам сделал и мне отдал на всякий случай, если вдруг потребуется открыть. Я рада, потому что у меня есть еще один такой дешевый маленький пистолет из Fix Price, но это, знаете, ни о чем. Это все-таки хороший, качественный. Ну, а так всяко в жизни бывает. Оля мне, я показывала, подарила чай, ну и не только чай, а маску для лица, еще диффузор с ароматом жасмина очень классный. Ну, маской я там воспользовалась, потому что я вообще поехала на 2 недели, а осталось еще, в общем, 3 недели провела, поэтому маска пришлась кстати. И она мне очень понравилась. И диффузор я открыла в Питере. Я сначала думала брать, не брать, но у меня сумка уже была переполнена, так что я решила, там он будет нужнее. Тут у меня тоже много всего, а там нет. Поэтому уже открыла, поставила в коридоре. Шикарный, конечно, аромат, прям спасибо. Ну, а чай забрала сюда. Потому что чая там много, разного, а у меня, в общем-то, тоже тут много, но запасы потихонечку заканчиваются, поэтому чай, конечно же, взяла сюда обязательно. Мне еще любимый отдал вот такую лампу, спросил, нужно, не нужно. Я подумала, что да, надо ее будет протереть только как следует, и буду с удовольствием ей пользоваться. А еще тут миксер, но это не мой миксер, это вот моя ученица Диана. Привет. Ну, короче, там сломался миксер, и вообще хотели его выбрасывать. А я сказала, что Андрей может его попробовать починить, ну и в итоге я отвезла, он починил. Там, в принципе, как оказалось, просто проводок отпаялся. Единственное, что пластмасса уже старая. Кстати, это марка Vigor. Это вот та же самая марка, как у меня вот эта штука. Ну и, короче говоря, починил. Пластмасса такая очень хлипкая.
Но ничего. Там склеил, он использовал еще специальный какой-то скотч такой. Ну, здесь не будет уже видно, ладно. Короче, вот так. Потом перед отъездом у меня случилась неприятность с картриджем, вот HP LaserJet. Вот это мне тоже Андрей отдавал. Ну и, короче, он у меня посыпался, вообще непонятно, что с ним случилось. Ну и то же самое Андрей сказал, привези, я посмотрю. Ну, в итоге отнес в мастерскую, ну, типа заправить. Сказали, будет там 700 рублей, но по итогу денег не взяли вообще, так как картридж полный, его только почистили, вроде там закрыли, там что-то открылось, короче. Не знаю, будет работать или нет, потому что там даже в мастерской, по-моему, не было возможности попробовать, видимо. Ну, посмотрим. В конце концов, если что, такой картридж стоит где-то 1200, но хватает его очень надолго, а если в режиме, ну, в экономном режиме, то так вообще надолго. А я в основном, ну, допустим, какую-то могу раскраску, иллюстрацию одну распечатать, то как раз эконом-режим самое то, чтобы не было ярких контуров. В общем, буду пробовать. Я не знаю, просто все эти картриджи такое дело. Вернулась со мной моя лопатка из Икеи. Вообще у меня было две их. Вот это вот и еще белая с черным. Белая с черным новая. Я не могу ее найти. Вот просто я когда мы с Дианой печеньки пекли и так далее, у меня вот эта штука сломалась. Ну, короче, где-то лежит новая. Но я знала, что в Питере там нет силиконовой лопатки. Я взяла с собой. Но Андрей в итоге открыл, там оказалось такие зубчики, которые держали эту лопатку, и поэтому остатки пришлось с проблемами вытаскивать. Андрей вытащил, а этот остаток ручки вставил до конца, так что в целом можно пользоваться вообще без проблем. Отлично. Ну и я люблю все зеленое и так далее, поэтому вот. Я рада, что лопатка в рабочем состоянии. Да, еще я взяла с собой, но я тоже показывала, да, жидкость для мытья посуды, ну, точнее, жидкое хозяйственное мыло. Посуду мыть очень классно, аромат супер приятный для меня. Не знаю, как для кого. Я тут все запечатала, чтобы, не дай бог, в дороге не открылась. А цена 44 тоже, кажется, рубля. Вот. Как раз сейчас буду посуду мыть, а то у меня здесь жидкость перед отъездом закончилась. И, ну, я хорошо, знаете, поиспользовала всякие там жидкое мыло, которое по прямому назначению не зашло, там еще что-то. Так что сейчас все это распечатаю и буду пользоваться. Ну вот, картины я оставила в Питере, потом либо сама, может быть, заберу, либо Андрей привезет, ну, посмотрим, потому что я как бы просто не рассчитывала, да, на эти картины, и, ну, не смогла бы просто все это довести. Так, Андрей купил 3 упаковки конфеток вот таких, одну я себе оставила, открыла, а 2 на подарки. Диане одну подарю и своей подружке, она там детям отдаст. Это очень вкусные конфетки. Я не знаю, они очень такие дешевые, но вкусные. И, судя по всему, я точно не знаю, но вот смотрите состав. Ну, красители тут, да, есть как бы. Но вообще, походу, здесь очень... Это воронежская фабрика, кондитерская или как-то так. Мне нравится со вкусом груши, а там есть еще желтые, красные, есть ассорти. Но вот, как по мне, это самые вкусные зелененькие. Леня подарил мне помимо картины, но это они вместе с любимым, в общем... Леня мне еще принес мяты. Ну, я любимому немножко оставила и взяла себе. Слушайте, какой классный аромат. Просто вообще.
Я не ожидала, что, что в поезде будут выключать свет ночью. Обычно такого не происходит, потому что я езжу в сидячем вагоне. И, ладно, короче говоря, я ехала туда без света, что не позволило мне раскрашивать и читать. Поэтому, когда я возвращалась на том же самом поезде, попросила дать мне вот какой-нибудь фонарик. У Андрея их много разных, но я просила именно, который будет по типу лампы. Он работает, я просто батарейку вытащила, чтобы в сумке не включилось. Тут мы, когда вещи разбирали, я кое-что взяла себе. Во-первых, вот это вот я взяла, и, кстати, еще не все. Это мне пригодится абсолютно точно для рукоделия. Я не люблю лишних вещей ненужных, но вот это, то есть, если я оставила, это точно мне нужно. Еще мне тут Андрей отдал такие вот штучки для ламинирования. У меня, в принципе, нет аппарата для этого, но посмотрим, для чего это сгодится. Также мы там разбирались во всяких книжках, прочих штуках, и Андрей собрался выбрасывать вот эту бумагу черную, но я сказала нет. Вот черную бумагу я не позволю выкинуть, хотя я всегда за любой кипиш, тем более, когда дело касается выбрасывать. Это вот было ненужное. И, короче, у меня это пойдет на блокноты, закладки и прочее. Тут такая маленькая книжечка. Еще такая вот прелесть. И когда я показывала, когда я была в журнале «Костер», мне подарили 3 выпуска. Вот, так что это было для моей ученицы, для Дианы. Вроде не дарили такую. Сейчас буду разбирать косметику, но это у меня пойдет в сумочку. Ой, я тут, видимо, уезжала и красилась, вроде все протирала, не знаю, но, как оказалось, я помыла полы, я все перемыла, кроме поверхности, к сожалению, так что этим буду заниматься. Ну да, я уезжала, честно говоря, в жутко уставшем состоянии. Ладно, короче, я забрала из Питера вот эту сыворотку, свою любимую от Новосвит, потому что, все равно, как бы, там я пользуюсь всем этим меньше, чем в Москве, поэтому я решила, что и стоять, ее уже надо доиспользовать, поэтому ставлю тут на полочку. У меня здесь сыворотка закончилась, так что самое то. И забрала вот эту штуку от Планета Органика, бразильская макадамия и кератин. Короче, это средство, которое пахнет печеньками, и самое главное, это то, что хорошо накручиваются волосы. Я просто изначально думала, что я до поездки куплю недорогой мусс в Ашане от марки «Каждый день». Попробую. Если он мне понравится, то оставлю его в Москве, а это средство так и будет в Питере. Но проблема в том, что этот мусс разбирают очень-очень быстро в Ашане, так как понятно, что сейчас все подорожало, и люди, даже те, которые раньше не задумывались об этом, сейчас стараются купить что подешевле. Но это логично, тем более от марки «Каждый день», в принципе, продукция вполне себе нормальная. Не вся, но много чего достойного. Поэтому я забрала оттуда это средство, а когда я приобрету мусс, я уже выберу. Я думаю, что и мусс, наверное, хороший. Я просто посмотрю. Наверное, уже тогда здесь это добью. Как-то так. Короче, мне эта штука сейчас нужна, вы поняли. Это я просто брала с собой. Тональник не брала, так как у меня есть в Питере, и он так остался там от Эвелин. Вот это я покупала в Питере в Летуаль, хайлайтер. Соответственно, взяла с собой. В теории бы его поставить вот так сюда, но он не влезет. Ладно, здесь что-то у меня закончится. Это мне Диана дарила. Спасибо огромное. Ой, а в чем это? Что такое? В чем я его так попачкала? Все понятно. Вот эта вот упаковка, видите, сыпется. Этикетка. Ладно, это я сейчас в другое место поставлю.
Ну, понятное дело, дезик забрала, у меня один там есть такой. Я брала на всякий случай. Так, что еще? И у меня упал он, и крышка сломалась, отвалилась. Это консилер. Поэтому я так положила, крем брала. Вот. Для лица. В общем, как-то так. В этом пакете у меня мои формы для выпечки. Ну, коврики теперь, понятное дело, для выпечки в Питере есть 2 штуки. Свои, которыми я здесь пользуюсь, я потом в Питер на дачу отвезу, а сюда куплю новые. Вот. А формами, именно формами всякими, пока там не обзавелись. Но я тоже думаю, что, скорее всего, я потом себе куплю здесь новые формы, а эти старенькие отвезу в Питер. Хотя, ну, как бы это вообще не важно, просто они силиконовые, становятся со временем довольно темными, но это единственный, как бы, их минус. Но в Питере у меня была форма из Фикс Прайса, которая, ну, я туда отвезла, купив себе вот эти, там, 3 формы круглую, ну, вы знаете. Но в этот раз я ее уже выкинула, потому что форма бесполезная, она, ну, как бы любая силиконовая форма, да, ну, практически любая в процессе выпечки, если у нее нет металлической основы, она может вот так вот ее раздувает, и выпечка трескается. Но там такого не происходит, форма просто перекашивает. И очень неудобно ей было пользоваться, я ее выкинула. Тем более она уже тоже потемнела, нефункциональная совершенно. Сумку положу в стирку, это я у Андрея позаимствовала. Это у меня я брала в дорогу вязание, тут все для вязания у меня. Ну, в плане раскрасок я все разобрала. Так, брала читать свой, так сказать, новогодний подарок от моей ученицы, книга вдохновения. Ну, это раскрасочки, в общем, все буду раскладывать по местам. Здесь у меня еще всякие нитки, это я покажу в следующем влоге. Мишура валяется. Это мне любимый подарил. Он просто кошек любит, а я вообще, честно сказать, я не люблю кошек ни живыми, ни всякими другими. Ну, в смысле, я их не обижу, я когда прихожу, я вообще люблю животных, когда я кому-то в гости прихожу, я с удовольствием могу там погладить кошку, поиграть. Конечно же, если я там увижу какую-нибудь голодную кошку на улице, хотя у нас в Москве такого практически не бывает, но я, естественно, там куплю ей поесть, покормлю, ну, как бы, то есть это не то, что я их как-то ненавижу, да, но в плане там завести дома я бы никогда не стала заводить, ну, и, конечно, всякие вот эти штучки, ну, только если дарят. Но вообще, конечно, объективно котенок прикольный, он такой вот взъерошенный, хорошенький, в принципе. Ну, а ушастик ездил со мной. Новогодний декор я пока не буду разбирать, он у меня будет до конца февраля, а там я уже все это разберу. Ладно, если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и заходите в мой инстаграм 37 рыжая 38. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения во всем и до скорой встречи. Всем пока-пока.